В этом видео я буду вязать пинетки-ботиночки. Необходимо вначале связать подошву. Мастер-класс «Как вязать подошву для пинеток» в описании под этим видео. Первый ряд вяжу с сиреневыми нитками. 2 воздушные петли. Столбик без накида. Опять столбик без накида. Всего 65 столбиков без накида, плюс 2 воздушные петли, как 1 столбик без накида. В конце ряда соединительная петля с светлыми нитками. Одна воздушная петля для перехода на следующий ряд. Столбик без накида. Дальше весь ряд столбики без накида. В вязание прячем кончик светлой нити. Столбиков без накида должно быть 65 штук. В то место, откуда вязала одну воздушную петлю, провязываю незаконченный столбик без накида. На крючке 2 петли и 2 петли белого цвета провязываем фиолетовой нитью. Это будет 66-й столбик без накида. На крючке 1 сиреневая петля. Вводим крючок в следующий столбик, вытягиваем петлю и 2 петли провязываем белой нитью. Вводим крючок в следующую петлю, вытягиваем светлую петельку и заканчиваем столбик без накида сиреневой нитью. Таким образом, чередуя столбики без накида белой и сиреневой пряжей, вяжем до конца ряда. 1 столбик без накида сиреневого цвета, 2 столбик без накида светлого цвета. При смене цвета новая нить должна проходить над старой. Заканчиваем ряд соединительной петлей белой нитью первую белую петлю. Всего 33 сиреневых столбиков без накида и 33 светлых. Четвертый ряд. 1 воздушная петля. Столбик без накида.
Весь ряд провязываем столбиками без накида. Всего 65 столбиков без накида. Заканчиваем ряд соединительной петлей. Пятый ряд. Последний ряд бортика. Этот ряд буду вязать сиреневой нитью. Вяжу весь ряд столбиками без накида и воздушная петля в самом начале. Заканчиваю ряд соединительной петлей. Теперь буду делать обвязку подошвы рачьим шагом. Рачий шаг – это вязание столбиков без накида, но только слева направо, не как обычно. Столбик без накида. Следующий столбик провязываю назад, то есть слева направо. Таким образом обвязываю всю подошву. Обвязку подошвы рачьим шагом делаю со стороны пинеток, а не подошвы. С помощью иглы спрятала нитку. Подошва и бортик готовы полностью. Перехожу вязать мысок. Маркерами отмечаю те места, где буду вязать мысок пинетки. Одним маркером отмечаю центр. Для этого складываю пинетку вдоль пополам и нахожу середину. Влево и вправо отмечаю маркерами по 2 столбика. От этих столбиков отсчитываю и отмечаю влево со стороны внутренней части пинетки 13 столбиков, 8, 9, 10, 11, 12. 13 столбик отмечаю маркером. Вправо 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ставлю маркер. У вас может быть и другое количество петель. Надо отметить немного ближе к мыску от середины пинетки.
Мысок буду вязать рельефными столбиками без накида. Начинаю вязать мысок с внутренней стороны пинетки. Креплю нитку внутри пинетки. Воздушная петля в петельку, где первый маркер. Провязываю рельефный столбик без накида. Вкалываю крючок от себя и вывожу его на другую сторону. Обхватываю столбик и провязываю таким образом рельефный столбик без накида. С внутренней стороны пинетки провязываю еще 5 рельефных столбиков без накида до второго маркера. Далее вяжу 2 соединительных столбика. Провязываю соединительные столбики так же, как рельефный столбик, обхватывая нижний столбик без накида. Первый соединительный столбик – это мы завершили первый ряд. Второй соединительный столбик сделали петлю подъема для второго ряда. Дальше это будет повторяться. Первый ряд мыска провязан. Воздушная петля. Вязание поворачиваю и провязываю во вторую петлю от крючка, это первая соединительная, обычный столбик без накида за 2 полупетли. Вяжу 6 обычных столбиков без накида над столбиками без накида нижнего ряда. В конце ряда надо присоединиться к бортику. 2 соединительных столбика делаю так. Обхватываю тело нижнего столбика и таким образом провязываю соединительную петлю. Крючок в этот раз вкалываю с изнанки. Вывожу на себя и обхватываю столбик. Так надо присоединиться к основанию пинетки в каждом ряду. Второй ряд закончила. Третий ряд. Повернула вязание во вторую петельку от крючка, начинаю вязать столбики без накида. Уже надо провязать 7 столбиков без накида. Каждый ряд будет увеличиваться на 1 столбик без накида. В конце ряда 2 соединительные петли, как в первом и во втором ряду. Таким образом,
вяжу до тех пор, пока в ряду не будет 13 столбиков без накида. Это будет в 9 ряду. Воздушная петля. Провязала 9 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. С 10 по 12 ряд буду вязать без прибавлений. 13 столбиков без накида. В конце делаю одну соединительную петлю, а не 2, как раньше. В 13 ряду завершаю вязать мысок. В конце ряда в бортик справа делаю соединительную петлю, как раз там, где был маркер. Дальше буду вязать язычок пинетки. Первый ряд язычка. 1 воздушная петля, 13 столбиков без накида. Второй ряд. Поворачиваю вязание. Вяжу 13 столбиков без накида, без первоначальной воздушной петли. Два ряда язычка провязала. Третий ряд язычка. Начинаю ряд с 2 воздушных петель подъема. Далее в петлю, откуда идут 2 воздушные петли, делаю прибавку. Провязываю 1 столбик без накида. Дальше до последней петли ряда вяжу столбики без накида. В конце ряда в последнюю петлю также провязываю 2 столбика без накида. По язычку у меня прибавилось 2 столбика, один в начале и один в конце ряда. Всего будет 15 столбиков без накида. Четвертый ряд – это изнаночная сторона. Провязываю 15 столбиков без накида. Воздушные петли в начале не делаю.
До закругления язычка вяжу еще 6 таких рядов. Это будет 10 рядов от начала вязания язычка. 10-й, последний ряд, это изнаночный ряд. В 11 ряду делаю закругление язычка. Во вторую петлю от крючка соединительный столбик. Потом вяжу 11 столбиков без накида. В конце ряда соединительный столбик в последнюю петлю ряда. Предпоследнюю петлю пропускаю. Приступаю к обвязке бортика и язычка пинета. Светлую нить отрезала. Прикрепляю сиреневую нить у основания язычка. Воздушная петля. Обвязываю столбиками без накида за заднюю стенку бортик пинетки. Довязала до основания язычка с другой стороны. Начинаю обвязку язычка по контуру. На углах язычка провязываю 2 столбика без накида в основании одной петельки нижнего ряда. После того, как обвязала язычок, вязание повернула в сторону мыска и буду обвязывать мысок за обе полупетли нижнего ряда столбиками без накида.
В завершении соединительная петля. Начинаю вязать бортик пятки пинетки. Первый ряд бортика с пяткой. На боковой части от конца язычка делаю соединительную петлю бортика с язычком. Потом вяжу столбики без накида до следующего конца язычка с другой стороны. Всего провязала 35 столбиков без накида. Вытянула крючок с петли, перевела крючок на другую сторону и ввела в свободную петлю на язычке. Захватила свободную от крючка петлю и протянула ее через петельку на язычке. Закрепила воздушной петлей. Это тоже такая соединительная петля. Первый ряд провязала. Второй ряд поворачиваю вязание. Одна воздушная петля. Далее вяжу столбики без накида. Всего 35 столбиков. Провязала 35 столбиков. Вяжу третий ряд. 3 воздушные петли. Потом столбики с одним накидом. Всего с 3 воздушными петлями 35 столбиков с накидом. 3 воздушные петли считаются как один столбик с накидом. Вяжем столбики с накидом до конца ряда. Повернула вязание и вяжу четвертый ряд. Первый столбик без накида провязываю во вторую дырочку. В этом ряду буду делать убавление в начале и в конце ряда. Дальше вяжу столбиками без накида. В конце ряда не довязываю до конца 2 столбика без накида, пропускаю одну петлю и провязываю следующую 1 столбик без накида. Теперь 33 столбика, на 2 столбика меньше. Пятый ряд. 3 воздушные петли. Далее столбики с накидом.
Убавку не делаю. Провязала 33 столбика с накидом. Сиреневую нить отрезаю и прячу. Бортик почти готов. 6-й ряд. Прикрепляю белую нить у основания бортика. 2 воздушные петли. 1 столбик без накида. Опять 2 воздушные петли. Столбик без накида. Надо сделать 4 арочки из 2 воздушных петель. Это будут петельки для шнурка. После последних 2 воздушных петель провязываю не столбик без накида, а соединительную петлю. 3 воздушки и опять соединительная петля, нижнюю петлю. Пропустить 1 столбик без накида. Следующий столбик нижнего ряда соединительная петля. 3 воздушные петли. В этот же столбик нижнего ряда соединительная петля. Это будет такая обвязка верха бортика. Таким образом обвязываю весь край верхней части бортика. Пико из 3 петель должно быть 16 штук. Теперь с другой стороны также делаю 4 петельки для шнуровки. 2 воздушные петли. Столбик без накида. Так еще 2 раза. 4 арки и 3 столбика без накида. В конце 2 воздушные петли и соединительный столбик в основании бортика. Всего 4 отверстия для шнуровки. Светлую нить обрезаю и прячу. Осталось связать шнур, украшение. Шнурок для пинеток — это просто простая цепочка. Нить взяла в 2 раза тоньше, чем вязала сам пинеток. Набрала 132 петли. Получился вот такой шнур. Теперь надо его втянуть в петельки, сделать еще украшение, и пинетки будут готовы.
Как связать такое украшение для пинеток, я сделала отдельный мастер-класс. Ссылка в описании под этим видео. Пинетки-кедики связала. До скорых встреч!